Okay, we're coming to the end of our discussion dealing with the tribulation. Итак, мы подходим к концу наших бесед о событиях Великой Скорби. There's one more event. Есть еще одно событие, которое мы не рассмотрели. In fact, it's the last event of world history. И вообще говоря, это последнее событие мировой истории. Because it's at the end of the millennial kingdom. Поскольку оно случится в конце тысячелетнего царства. So it's the final judgment. Это последний суд у Великого Белого Престола. Now, the postmillennialist and the amillennialist, Постмиллениалисты, амиллениалисты, they combine all of these into one final judgment. они все эти суды помещают в один, так сказать, бакет и говорят, это будет один большой суд. It's only the premillennial futurist view. So the one big judgment, like Yep. the big bucket in case. Yes. Okay, so not premillennialist future. The premillennialist breaks it down because they have different context. Но премиллениалисты, они эти суды все-таки разделяют, потому что у каждого из них свой особый контекст. Because the focus of the judgment is different. Поскольку фокус этих судов, он везде разный. So we make distinctions and we end up with 6 different judgments. И мы указали на различия, мы выделили вот 6 этих отличающихся друг от друга судов. Some of them in different time frames. И некоторые из них происходили в разные вообще периоды. Because the focus is on different groups of people. И фокус в каждом из них на особую другую группу людей. Judgment seat of Christ deals with believers of the church age. А судилище Христово касается верующих века церкви. The judgments of the Great Tribulation, a lot of it deals with the earth itself, but men that dwell on the earth as well. Суды скорби касаются, во-первых, самой земли, а во-вторых, людей, которые там будут жить. And in some cases, some of the judgments deal with even the believers that lived during the tribulation. И некоторые суды касаются даже верующих, которые веруют во время скорби и будут жить во время скорби. So the church is gone. Церковь ушла, помахала всем ручкой. And all that remains are people that lived during the 7 years. А все, кто остался, и вот им надо будет выжить эти 7 лет. So these judgments pertain to only that 7-year period of time. И вот эти суды, они касаются как раз-таки только вот этого 7-летнего периода. At the end, at the second coming, there is a judgment in Revelation 19. В конце, при втором пришествии, будет этот суд, который описан в Откровении 19 Judgment главе. on the unholy Trinity that doesn't include Satan yet. Суд над нечестивой Троицей, которая, тем не менее, не включает пока еще сатану. The false prophet and the Antichrist, the two beasts. Но судимы будут антихрист и лжепророк, два этих зверя. There's a group of Jewish people. Remember, Jews remained during the tribulation. И будет группа евреев, выживших при великой скорби. So there's a judgment that deals with the Jews that lived during the 7 years. И будет суд, который будет касаться евреев, которые выживут в течение 7 этих лет. The majority of them, that's why Paul says all Israel will be saved as a nation. И большая часть из них, да, как Павел говорит, да, весь Израиль спасется как народ. But there'll be some that are not ready when Messiah comes. Поэтому можно сказать, что большинство из них будут верующими, но некоторые, как те 5 дев, будут не готовы, когда Мессия придет. They don't have the oil for their lamps. У них для их светильников масла не будет. They don't have the indwelling of the Holy Spirit. Дух Святой не будет в них пребывать. Those unbelievers will be excluded from the kingdom. Поэтому неверующие будут исключены из царства. Only the believers enter. Только верующие туда войдут. Similarly, there'll be believers and unbelievers during the 7-year from the nations. Подобным образом будут верующие и неверующие в время, будет совершаться суд над народами, над язычниками. Similarly, the believers from the nations will enter the kingdom. И подобным же образом верующие из язычников войдут в царство. And the unbelievers will
be cast into eternal punishment. А неверующие будут отправлены на вечную муку, на вечное наказание. But there are others that are not included in these 5 judgments. Но есть и другие, может быть, группы, которые не включены в эти суды, в эти 5 судов. The unbelievers that have died from the Old Testament need to be judged. Во-первых, должен совершиться суд над неверующими, которые умерли еще во время Ветхого Завета. There's going to be a resurrection. So these are people that have died. Должно произойти воскресение, потому что суд это будет происходить над людьми, которые уже умерли. А живущие? А со всеми живущими уже разобрались в этот момент. То есть уже Всех уже живущих как бы распределили по комнатам. То есть полностью все земля уничтожена, да? Или что? Нет, Суды совершенно. это уже будет в конце царства. Мы говорим, это произойдет сразу после того, как Христос вернется в начале царства. So, will we have new earth? Not yet. Еще нет. Новой земли еще к этому времени не Not будет. till after the 1000 years. Земля новая появится только через 1000 лет. We'll talk about that Thursday. Мы поговорим об этом в четверг. Turn to Revelation 20. Откройте, пожалуйста, Откровение 20 главу. And let's, we didn't look at verse 10. We should have looked at verse 10 when we talked about the enemies. Да, но нам надо было поговорить о 10 стихе, когда мы говорили о суде над врагами. Зачем палили? Зачем? Все останется как было. Okay? So let's take a look at Revelation 20. Посмотрим Откровение 20 главу, 10 стих. After the 1000 years, and we'll talk about this more, but there's another battle. Через 1000 лет случится еще одна битва. We'll talk about this when we talk about the millennial kingdom. Мы поговорим о ней больше, когда будем говорить о тысячелетнем царстве. But after this battle, Но после этой битвы, notice what it says in verse 10. посмотрите, что говорится в 10 стихе. And where did we leave off? На ком мы I остановились? don't remember. Так. Yeah, I think he read the last. Василь, да. Ira, read verse 10. Ира, прочтите, пожалуйста, 10 стих. Oh, you need to read? Okay, 10. 10 стих. Диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огненне і свячане, де звірне пророк неправий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Okay? So now all of the enemies have been judged, but Satan after the 1000 years. И теперь уже все враги были осуждены, но сатана будет осужден через 1000 лет. So we have the first beast, first and second beast. Мы видим первого и второго зверя. They're judged at the second coming. Они осуждены при втором пришествии Иисуса. Satan, who is the dragon, Сатана, который является вот этим драконом, after 1000 years. будет осужден через 1000 лет. This is why we make distinctions, because we have different time frames. Вот почему мы отличия проводим, потому что разная временная шкала. And different people in view of these judgments. И разные люди, они являются объектом суда в тот или иной момент. So then we have verse 11 in Revelation 20. И потом мы видим в Откровении 20 главе 11 стих. And we'll have Ira read that one. И, Ира, прочти, пожалуйста. Увидела я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Okay? So we have a great white throne, and somebody is sitting on it. Итак, мы видим великий белый престол, и кто-то там на нем восседает. Now, that's probably an allusion to 2 Peter chapter 3. И, скорее всего, это аллюзия на 2 Петра 3 главу. We'll look at that later. Рассмотрим позже. But notice verse 12. So it's God is in view in the great white throne. Обратите внимание на 12 стих. Вот,
уже Бог осуществляет суд у Великого Белого Престола. Notice this is a totally different group from all of the ones that we looked at. Обратите внимание, что это совершенно другая группа, отличается от тех, которые мы рассматривали до того. So let's see. Олеся, пожалуйста. Бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Okay, who's in view here? Кого мы здесь видим? Над кем производится суд? All the dead. Все мертвые. So the dead are raised. Итак, мертвые будут воскрешены. And notice they come from everywhere. И обратите внимание, что мертвые отовсюду, да, They're standing before the throne, before God Himself. малые, великие, да, они стоят перед престолом, перед самим Богом. То есть это неверующие мертвые. So those are like dead non-believers. Yeah, Да. dead unbelievers. Ну, да. Yeah, so all of the believers are accounted for. И, то есть, со всеми верующими уже как бы разобрались, всех посчитано. What about the Old Testament saints? Old Testament saints, it's not clear. Не совсем ясно только, как с ветхозаветными святыми. Some put the Old Testament saints here. Кто-то говорит, что ветхозаветные святые будут вот где-то здесь судимы. Either that or they're not stated. Или так, ну, вообще точно не указано. Another possibility is Old Testament saints are raised at the second coming. Либо второй как бы вариант, что ветхозаветные святые будут воскрешены при втором пришествии. And they will enter the kingdom in resurrected И они bodies. войдут в царство в воскресших телах. So all that's left now are unbelievers. И That are все, dying. на момент уже суда у Великого Белого Престола, который в конце тысячелетнего царства, останутся только неверующие, умершие до того. Да. А верующие, которые жили в тысячелетнем царстве и дожили до конца тысячелетнего царства, они шо как? So what about believers who live в физических телах или которые, да? Ну а шо, никого не останется? So what about believers who like maybe who was born in millennium and they were like believed in millennium? So what about them? They're not mentioned. Они не упомянуты. But that's a very good question. Но это тоже очень хороший вопрос. We would assume that they would be raised at the end of the millennium. Ну, мы предполагаем, что те, кто умер во время тысячелетнего царства, они будут Or given resurrected bodies. воскрешены в конце тысячелетнего царства, либо им будут даны тела. It's like there might be another rapture at the end of the millennium kingdom for those. Для таких в конце тысячелетнего царства будет отдельное восхищение. Okay, good question though. Хороший вопрос. Scripture doesn't tell us. Писание, имеющееся у нас на сегодняшний день, не говорит нам. That's a theological question. Это богословский вопрос. Or theological answer, rather. Ну, и тут нужен, да, это уже тут вопрос к богословию. So verse 13 kind of emphasizes where some of these come from. Подчеркивая, да, откуда пришли вот эти вот мертвые. Nadia. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Okay, they're all judged. Все они были осуждены, все были Почему по судимы. делам? So these are the dead. Вот это мертвые. So why were they judged according to their deeds? They have no other, that's the only basis for judgment. Но это единственное основание, на котором их можно судить. Это определяется мера наказания? But there are no deeds are righteous deeds are like filthy rags. Ну, понятно, что вся наша праведность как запачканная одежда. But could their deeds determine the measure of punishment? It's possible. Да, по всей вероятности. Возможно. But absolute obedience would be required For salvation. for salvation. Ну, для спасения, естественно, необходимо абсолютное послушание, да, Perfection. совершенство. Но тут не об этом And речь. sinners are incapable. Грешники просто So verse как мы 14. не способны на это. 14 стих.
И смерть и ад, поверженные в озеро огненное, это смерть вторая. Okay, so death and Hades are thrown into the lake of fire. Да. Also, Uriah 15. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Okay, so they're all cast into the lake of fire. Все они были брошены в озеро огненное. Сказано, тот, кто не был записан в книгу жизни. So could it be that someone would not be thrown into the lake of fire in that case, or everyone? Only if he lived in perfection. Но как бы здесь уже все, кто остались только те, кто не записан. Только, если они жили совершенной жизнью, тогда они. But all have sinned and fall short of the glory of God. Но все согрешили и лишены славы Божьей. So the objects are the unbelievers, the objects of this judgment. И объектом данного суда являются неверующие. And there'll be none that'll be found that are worthy of eternal life. И никто из них не окажется достойным вечной жизни. So the consequence will be the lake of fire. И последствием будет озеро огненное. Тогда какой смысл тут вообще упоминать книгу жизни? So why in that case Book of Life is mentioned here? To kind of emphasize that God keeps a record of man's deeds. Подчеркивается, что Бог ведет учет делам людей. Это книга жизни, которая в 12 стихе. So, but what about the Book of Life in verse 12? So there is a book and there are books. Mm-hmm. Books were opened and another book was opened, which is the Book of Life. Good question. I'm not sure what the distinction is. Very good question. Тут мы видим отличие, да, книги, и там, видимо, речь о делах, и книга жизни. If the school required a thesis, to write a thesis, you could write a thesis on that. То есть, если в колледже надо какую-то работу письменную написать вам, то вот можете написать это как за тему. And give us an answer. И дай нам ответ. So I can come back in 2 years and give this class an answer. Да, и чтобы я мог вернуться через несколько лет и посмотреть, что вы там написали. So we put these judgments at different stages. И вот мы эти суды поставили вот в разных на разных этапах. The last few surrounding the second coming. Remember, he comes in judgment. Последняя вот эта вот уже группа судов это при втором пришествии. And then we have a final judgment at the end of the 1,000 years. Суд над Израилем, над язычниками. И самый последний суд это в конце тысячелетнего царства. Different times. Все это разные временные промежутки. Different groups judged. Разные группы людей. Different situations. В разных ситуациях. So separate and distinct judgments. Поэтому отдельные, отличающиеся суды все по комнаткам своим развели. And the lake of fire in many places is described as eternal torment. И озеро огненное во многих местах описано как место вечных мучений. One of them by Jesus himself in Matthew chapter 25. Одно из этих мест это сам Иисус упоминает озеро огненное в 25 главе Матфея. And let's see. I'm looking for the verse. Maybe verse 6, I suggest. 25 глава Матфея. No. Жизнь вечная, So verse 46 of Matthew 25. But also here in verse 10, will be tormented day and night forever and ever. In Revelation 20:10. Да, но также Откровение 20:10 говорит, да, что дьявол и ввержен в озеро огненное, где звери лжепророки, и будут мучиться день и ночь во веки веков. And it's where the evil trinity will reside into eternity. Это место вечного пребывания для вот этой нечестивой троицы. Я сейчас посмотрю еще там вариант какой-то.
but also all unbelievers of all time. Но также вместе с сатаной и всей этой троицей там будут все неверующие всех времен. So, kind of concluding the Great Tribulation, we can learn from history. И как бы вот завершая разговор о скорби, мы можем немножко сделать заключение, уроки из истории. We've mentioned this already, but it's good to conclude by reminding us of these ideas. Мы это уже упоминали, но неплохо было бы завершить, напомнив себе некоторые из этих идей. God has judged throughout history. Бог судил людей на протяжении всей истории. In fact, 2 Peter 2, 3, 6, И 2 Петра 3 глава, 6 стих, referring to the flood, упоминает потоп. he says the following, go ahead and read it. Говорится, что вот тогдашний мир был потоплен, погиб, был потоплен водой. Since God has judged in the past, Поскольку Бог судил в прошлом, we can be assured that he's going to bring judgment in the future. мы можем быть уверены, что Он наведет свой суд и в будущем также. And 2 Peter 3, 7 goes on and says the following. 2 Петра 3,7 говорит следующее. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, удерживаемые, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. So the present heavens and earth are reserved for ultimate final judgment. То есть нынешние небо и земля сберегаются для окончательного суда. So that's a description of the Great Tribulation. И вот это описание великой скорби. And as you saw, lots of passages. И как вы уже увидели, множество отрывков говорят. Lots of Old Testament passages all the way from Deuteronomy. Множество ветхозаветных отрывков, начиная с книги Второзакония. And if you noticed, the book of Revelation, Если вы обратили внимание, то и книга Откровения, most of the book of Revelation refers to this 7-year period of time. большая ее часть касается как раз-таки вот этого 7-летнего отрезка. We could say from chapter 4 all the way through chapter 19 deals with the tribulation. Мы можем сказать, что с 4 по 19 главу книга Откровения касается в основном великой скорби. So we just have 3 chapters before the description of the tribulation. И 3 chapters. Yep, chapters 1, 2, and 3. Tribulation. Before the tribulation. Да, то есть In the 3 book of главы. Revelation. То есть в книге Откровения 3 главы только в начале, вот они перед скорбью. And then we only have 3 chapters after chapters 20, 21, and И 22. еще 3 главы после скорби, да, то есть 20 по 22. So out of the 22 chapters of the book of Revelation, Из 22 глав книги Откровения, таким образом, 2/3 of them are describing the tribulation period. 16, да, больше 2/3 описывают события скорби. So lots of passages. Очень много отрывков на этот счет у нас. In the time that we have, let's talk about the major personage that exists during this period of time, or one of the major ones. За оставшееся у нас время давайте поговорим про одного из ключевых персонажей вот этого периода времени, периода скорби. Let's talk about Antichrist. Поговорим про Антихриста. And the only reason we talk about him separately is because there are a lot of scriptures that deal with him. И единственная причина, по которой мы о нем говорим отдельно, это то, что о нем вообще есть много отрывков Писания. Not as many as we have of the tribulation. Не то чтобы очень много, как мы видим вообще как отрывков, касающихся скорби. But we have more passages on Antichrist than we have passages describing the rapture. Но у нас больше отрывков об Антихристе, чем о, например, восхищении церкви. The rapture of the church. Восхищение церкви там, совсем немного по сравнению с Антихристом. Now, theologians have debates over what is meant by the idea of Antichrist. И богословы спорят по поводу того, что же подразумевается, когда говорится об Антихристе в Библии. There are some that spiritualize the concept. Есть люди, которые вкладывают такое очень духовное значение в эту концепцию.
and they emphasize that it's a spiritual concept, an anti-Christ spirit. И они говорят, что антихрист такая духовная концепция, это дух антихриста. And that's based on what John says in 1 John. И это основывается на том, что сказал евангелист Иоанн в первом послании. He talks about the spirit of Antichrist already working in the first century. Что дух антихриста уже трудится уже в первом столетии. But I think the concept is bigger and has more than just the spirit of Antichrist. Я думаю, концепция здесь куда больше, она масштабнее, чем просто дух антихриста. Similar, some theologians speak of a demonic spirit as a spirit of Antichrist. Подобным образом, некоторые богословы говорят о демоническом духе, как о духе антихриста. And that's based on some of the passages that refer to the demonic element of Antichrist. И это основано на некоторых отрывках, которые говорят о демонической природе, вот этом демоническом элементе в антихристе. But again, I believe if you take all of the scriptures into account, Но опять же, я верю, что если вы все Писания возьмете, будете учитывать, Antichrist is greater and deals with something bigger than just a demonic spirit. то увидите, что антихрист это что-то большее и касается чего-то намного более значимого, чем просто демонический дух. Some theologians limit Antichrist to world government. Некоторые богословы сводят антихриста к некому такому мировому правительству. And sometimes a future world government. Или к некому будущему мировому правительству. And again, I think it's too limited. И опять же, я думаю, это слишком ограниченный взгляд. I think it includes a person as well. In fact, that person controls that world government. Я думаю, что все-таки антихрист это конкретная личность, которая, тем не менее, будет контролировать мировое правительство. It's world government with a totalitarian leader. И это будет мировое правительство под властью тоталитарного руководителя. So I think all of these views are too limiting concerning the idea of Antichrist. Поэтому я думаю, что вот эти взгляды на антихриста, они слишком ограничивают то, что реально будет иметь There are место. some that limit it even more, and this came out of the Protestant Reformation. И есть еще более ограничивающие взгляды на антихриста. Один из них появился во время протестантской реформации. Limited even within Roman Catholicism, limiting it to the papacy. То есть антихриста сводили к римско-католической церкви и конкретно к папе римскому. Another view that limits Antichrist is the preterist view. We looked at it. Еще один взгляд, который ограничивает, преуменьшает роль антихриста, это как бы точка зрения претеризма. Remember? А? Что это? Ну мы сами рассматривали. А? So they just trying to remember, and Alessia is telling them what it is. We talked about this when we talked about different views, the preterist view, Говорили о претеризме, говоря о разных взглядах. hermeneutical view. Герменевтических взглядов. We did this on the second day, I believe, or the first day. Which one? Second day. Второй день, как вроде бы это делали. Ну, претеризм. Should I explain them? I'll explain it. Let me remind you. Ну, давайте напомню. Preterist means past. Претерист от слова, означающее прошлое. This viewpoint sees virtually all of Bible prophecy fulfilled in the first century. Эта точка зрения утверждает, что все практически библейские пророчества исполнились уже в первом столетии. There's a full preterism that even puts the second coming at 70 AD. Есть такой даже вот ультрапретеризм, полный претеризм, который помещает второе пришествие даже уже в 70-й год нашей эры. So full preterism would put virtually all of the eschatological events before 70 Да, и AD. вот это вот полный претеризм, значит, когда все вообще эсхатологические события мы заталкиваем в 70-й год. The tribulation they would see as the persecution of the church and also the persecution of Israel.
скорбь они рассматривают как вот, гонение на церковь и на Израиль в 70-е годы. They would spiritualize Armageddon even. Даже Армагеддон они умудряются как-то вот духовно упаковать. And see the destruction of Israel and that final war with the Romans. И они говорят, что это Армагеддон, это было разрушение Иерусалима и последняя вот эта война с римлянами. Now there's a modified preterism that thinks it's too radical. Ну, есть, конечно, уже такой модифицированный претеризм, умеренный, который говорит, ну, это что, слишком радикально. Still see a future second coming. И они все-таки видят некое грядущее второе пришествие. But they would see the tribulation as before 70 AD. Но они рассматривают так, что будет, что скорбь все-таки случилась перед 70-м годом и, ну, и во время его. So preterism, they would see the beast, the first beast, as the Roman Empire. И вот в этой точке зрения претеризм, они как рассматривают зверя как императора Римской империи. But they would also see the wounding of that first beast as Nero returning. И они рассматривают вот это ранение зверя, они считают, что это было, когда вернулся Нерон. So they would see Nero as the Antichrist. И они таким образом Нерона рассматривают как антихриста. And the many names that are mentioned in Revelation, И вот эти многие имена, упомянутые в книге Откровения, they would list the many titles that Nero took for himself. они вот говорят, что это все различные титулы, которые Нерон брал для себя. Ну, там, зверь, там, вот эти все термины антихриста, они говорят, это то, что титулы, которые брал для себя Нерон. They would interpret the 7 heads that are described in Revelation 13. 7 голов, которые описаны в Откровении 13 главе. As the Roman emperors from Augustus to Domitian, who reigned in the end of the first century. Они говорят, что вот это 7 императоров, которые правили от Августа до Домициана, императора конца первого столетия. They would name 7 particular Roman emperors. То есть они называют 7 конкретных римских императоров. And the horns would include other emperors that are not of the 7. А рога — это другие кесари, которые не были в числе этих 7. But as you can see, you have to spiritualize the passages to come up with that Но, как interpretation. вы видите, вам приходится уже очень сильно работать, чтобы какое-то такое духовное очень значение вот в эти отрывки ввести, если вам нравится такое. Instead, the premillennial view Но премиллениалистский взгляд includes a revived Roman Empire воспринимает вот, как бы антихриста как руководителя возрожденной Римской империи. with the first beast as its dictator. И он является вот первый антихрист, первый зверь, таким вот диктатором. So этой империи. Antichrist includes both the kingdom of Antichrist and the head of И антихрист Antichrist. таким образом включает в себя как бы и эта концепция и само царство, и его главу. There are some references that seem to indicate more the power or the government and others the individual. И потому что есть отрывки, которые говорят больше о как бы о правительстве, о царстве, ну а есть такие, которые делают акцент на личности. His origin is noted in Revelation 11:7. Его происхождение подчеркивается в Откровении 11:7. We also read in Revelation 17:8. Но мы также читали Откровение 17:8. Comes out of the abyss. Говорится, что он пришел из бездны. Происхождение это что, антихриста, да? Да, из бездны. Verse 7 and the angel, let's see, verse Откровение 8 rather. 11:7 и Откровение 17:8. The beast that you saw was and is not. Was and is not. Let's read that. Зверь, которого ты видел, был и нет его. И выйдет из бездны и пойдет в погибель. Alicia, I've read it already. you read it? Yeah, I did. Okay. Notice he was.
Обратите внимание, что он был. That looks at the rise of Antichrist during the 7 years, their early part. 17:8. Это вот его возвышение к власти в ранний период его жизни. Is not perhaps that miraculous death. И нет его, да, вот эта чудесная смерть. And is about to come up out of the abyss. И выйдет из бездны. And he goes to destruction. И That's his whole career. Вот вся его карьера в 4 предложениях. Revelation 17:8. Откровение 17:8. Я думал, это просто Сатану. А? Я думал, это просто Сатану, который будет скован на 1000 лет, потом снова выйдет, и тогда уже... Нет, это мы говорим про зверя, мы говорим про антихриста. Скован 1000 лет будет сатана, дракон. Another way of taking that verse 8. И еще один. Дракон, сатана, змей. Ну, короче, ладно, что такое? What do you say? A little confusion, we just figured it out. Okay. All right. We also see in 17:15. Еще в 17 главе 15 стихе We have added information from that phrase that we looked at in 13:1. мы видим дополнительную информацию вот к той фразе, которая есть в 13 главе 1 стихе. Nadia, read 15, or Alessia, read 15. 17:15, yes. Yeah. 17 глава 15 стих. Надя, пожалуйста. І говорив до мене, води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, та народи, та люди, і племена, та язики. So the waters you saw where the prostitute sits, yes? Yeah. That could be an interpretation of him coming out of the sea in Revelation 13:1. И вот истолкование, это помогает истолковать, каким образом Антихрист вышел из моря в Откровении 13:1, да, увидел выходящего из моря зверя, да, и 17:15 говорит, что вот эти воды, да, So это, peoples, море, это multitudes. люди, народы, племена и языки. So it comes out of the nations. He comes out of the nations. Иными словами, Антихрист выйдет из народов, из язычников. That's his origin. Это его происхождение. Now Daniel 7 says he comes probably out of the 10-nation empire. И Даниила 7 глава указывает, что он, скорее всего, произойдет вот из этой империи 10 народов, 10 наций. I don't remember what Daniel 7, 7 and 8 says. Так, 7 глава, 7 и 8 стих, пожалуйста. Yep. Okay, there's a fourth beast, a Roman empire. Вот зверь 4, да, Римская империя. Okay. Yeah, verse 8. И стих 8, Даниила 7:8. Daniel, or Nadia, read Daniel 7 or 7:8. Надя, Даниила 7:8, пожалуйста. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь 4, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отвлечен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Okay, that little horn scholars view as Antichrist, Вот a этот personage. небольшой рог рассматривают ученые как именно вот этот антихрист, личность, персонаж. Coming out of that fourth kingdom, which is Rome. И он придет из этого 4-го царства, да, возрожденный Рим. And also in Daniel 7, И также в Даниила 7 главе, let's also read verse 20. давайте прочтем 20 стих там. 7:20, Даниила 7:20. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали 3. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
Okay, it gives us a little bit of an interpretation there. То есть нам тут немножко дано истолкование, These 10 horns, что вот эти рога, 3 of them have fallen, 3 из них как бы были вырваны, да, and the horn выпали. which has eyes is uttering great boasts. Elsewhere we have Antichrist as arrogant and Да. boastful. И также говорится о том, что вот у Антихриста уста будут говорящие высокомерно, он будет хвастливым. Look at verse 23 as well. Смотрите стих 23. Jana. Об этом он сказал: зверь четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, подбирать и сокрушать ее. So we have an interpretation of that fourth beast. Вот истолкование вот этого четвертого зверя. And further interpretation in verse 24. И последующее истолкование 24 по поводу рогов. Да, 24 стих. А 10 рогів визначають, що з того царства встане 10 царів, а по них стане інший, що буде різнитися попередніх, і скине 3 царів. Okay, he will be different. He's going to subdue 3 of them. Он будет отличаться, и он уничижит 3 из них. That's Antichrist. Это Антихрист. Yulia, 25. 25 стих, Юлия, пожалуйста. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отметить у них праздничные времена и закон. Отменить праздничные. So he's going to persecute the saints. То есть он будет осуществлять гонение на святых. And notice that it's in that 3.5-year period of И time. обратите внимание, это все будет во время вот этого периода в 3,5 года. Выпускной уже кому-то... So he comes out of the abyss. Так, он и придет из бездны. Comes out of the Gentile peoples. Придет из язычников. Comes out of the 10 nations that are probably the fourth beast, the revived Roman Empire. Придет из империи вот этой, из 10 народов, 4-й зверь, империя, возрожденная Римская империя. And he's one member of the unholy or demonic trinity. Он один из членов вот этой несвятой демонической троицы. So that's Antichrist. Вот это Антихрист. So Antichrist, we have the unholy trinity. Итак, вот Антихрист – это один из членов несвятой троицы. We saw Revelation 12 identifies the dragon as Satan himself. Мы видели Откровение 12 главу, которая четко проводит параллель между драконом и самим сатаной. We saw that the first beast is identified in Revelation 13 as Antichrist. Мы видели, что первый зверь в Откровении назван Антихрист. And by the way, only John uses the word Antichrist. Ну, вообще говоря, только апостол Иоанн, в 1 Иоанна использует термин Антихрист. In 1 John. В 1 Иоанна. He's described in different terms elsewhere. В других местах его описывают иначе. Revelation 13, the beast that comes out of the sea. В Откровении 13 главе это просто зверь, первый зверь, исходящий из моря. And then Revelation 13, we have a second beast. He's called the false prophet in other И places. также в Откровении 13 мы видим второго зверя, и в других местах он написан как лжепророк. In fact, in Revelation 19, when he's cast into the lake of fire, he's called the false prophet. И в Откровении, вообще говоря, в 19 уже главе, когда он брошен в озеро огненное, он назван лжепророком. So he has lots of names. Поэтому Антихриста много имен. He's called Antichrist in 1 John 2:22. Он назван Антихристом в 1 Иоанна 2:22. He's called the son of destruction. Он назван сыном погибели также. 2 Thessalonians 2:3. Во 2 Фессалоникийцам 2:3. Also in 2 Thessalonians 2, in verse 8, he's called the lawless one. Также в 2 Фессалоникийцам 8 он назван беззаконником. In verse 3, Во 2 Фессалоникийцам 2:8. 2 Thessalonians 2, he's called the man of lawlessness. Во 2 Фессалоникийцам 2:3 он назван человеком греха. He's described as having a fierce countenance in Daniel 8. А в Даниила 8 главе он описан как тот, у кого свирепое лицо.
Daniel 11 calls him a despicable person. Даниил 11 глава называет его отвратительным человеком. Zechariah 11 Захария 11 глава calls him a worthless shepherd. Называет его негодным пастырем. So lots of names, lots of descriptions of Antichrist. Много имен и много описаний вот этого антихриста. Daniel 9:27. И Даниила 9:27 He's the one that makes desolate. Говорит о том, что именно он устроит эту мерзость запустения. We looked at Revelation 13 where he's called a beast. Мы уже рассматривали Откровение 13, где он назван зверем. And by the way, this is from God's view, he's viewed as a beast. И интересно, что вот это Божья точка зрения на него. Бог называет его зверем. We just read Daniel 7:8, he's called the little horn. И мы читали только что Даниила 7:10, он назван маленьким рогом. When we were in Даниила Daniel 7:8. When we were in Daniel 9, he's called the prince of the И people. также в Даниила 9 он назван князем или вождем народа, который придет. Daniel 11, he's called a willful king. В Даниила 11 главе он назван царем, поступающим по своему произволу. So lots of names and descriptions of Antichrist. Много имен и описаний антихриста таким образом мы видим. At least 12 I've got listed on the slide there. Ну, по крайней мере, 12 поместилось у меня на слайде. You know that? Do you want any of the scriptures or you plenty? You got spring break. Достаточно пока вам описаний на... Spring fever. Да, ну, похоже, выпускная лихорадка, как бы... Да. Okay. That's Antichrist. Mm-hmm. Some of his characteristics you can derive from his name. Да, некоторые его характеристики можно увидеть даже вот в его именах. In fact, son of destruction. Сын He's a destroyer. Опустошитель. He is a lawbreaker. He's a lawless one. Он сын человек греха, беззаконник. Very despicable in character. Ну, такой отвратительный человек по характеру. Now, he will be very dynamic and very attractive to the world, but these are descriptions from God's perspective. Ну, конечно, он будет очень такой динамичный лидер, весьма привлекательный для мира, но вот это уже описание с Божьей точки зрения. He's like a beast. Он будет как зверь. He's also a world leader, like a prince. И также он будет князем, вождем всего мира. And he exercises his own will. He doesn't submit to God. Лидером всего мира, и сказано, что он будет поступать по своему произволу, не будет подчиняться Богу. Now, in Revelation 13, we probably have the most detailed description. We already looked at that. В Откровении 13 главе мы видим, наверное, самое подробное его описание, мы уже смотрели на него. But we can summarize it in verse 1. Но мы можем суммировать его в стихе 1. 13:1, he has a beastly nature. Мы видим, что он зверь по своей природе. He's also a global king or a worldwide king. Он также царь, он руководитель всемирного масштаба. You could also describe him as egotistical, he's boastful, arrogant. Его можно назвать также надменным, хвастливым. And ultimately anti-God. И безбожником. Verse 2, this is 13:2. 13 глава, 2 стих. He's a totalitarian leader. Он тоталитарный руководитель. And verse 2, he performs miracles, so he's supernatural. Второй стих также говорит, что он совершает чудеса, ему дана сверхъестественная власть, он сверхъестественная личность. Verse 2, he's also personal. He's a person, individual. Второй также говорит, что это личность, что он отдельная личность. And in 13:3, и 13:3 performs miracles. Он говорит о том, что он совершает чудеса. Very charismatic, very attractive. That's also in verse 3. Очень харизматичный, очень привлекательный. Также мы это видим в 3 стихе. And in 13:4, и в 13:4
he's a false god or a counterfeit Мы god, видим, что он поддельный Бог, он подделка под Бога. and he's also arrogant. И также он надменный. Okay? Что значит природа зверя? Что это значит? So what does it mean, the nature of beast? What is his character? What is he like? Ну вот это его характер, это то, каков он по сути. What is his nature? Хищник, Какова его природа. What are some of his attributes? Или вообще не И вот, человек. so is he human physic, like, so how could we, you said about the nature of beast, so does it mean like ruthlessness, or that he is not fully human, or? I would say all of these things would describe what his character's like. I would say, описывают его характер. when I say he's, which one's personal? Когда я This сказал, one? что он личность, He's fully human. то я имею в виду, что он, ну, он человек в полной мере. He's the incarnation of Satan. И он при этом является воплощением сатаны. And sometimes it includes the kingdom as well. И порой, именно this term, beast, Antichrist, yeah. да, и порой вот этот термин антихрист подразумевает также и само царство, его империю. This is just from Revelation 13. И это лишь из Откровения 13 главы мы We подчеркнули, have the most detailed description of his nature. где у нас наиболее такое ясное описание его природы. Now we can contrast him with the lamb. И мы можем его провести контраст между ним и агнцем. And the lamb, we could say, is he's the beast and Jesus is the lamb. То есть мы видим контраст уже между зверем и агнцем. So a gentle, attractive, То есть вот characteristic. зверь в смысле хищник, когда он говорит природа зверя, он говорит хищная природа. Да, то есть характер, да, и хищный и нежный, да, характер агнца. If Antichrist is the image of Satan Если himself, антихрист это образ самого сатаны, Christ is the ultimate image. то Христос является окончательным образом Бога. If he's out of the abyss, Если антихрист из бездны, what would we say about Christ? что мы можем сказать о Христе? The best. He's from heaven. Out of heaven, very Он с good. небес, да. Okay. He's the man of sin, Antichrist. Он человек греха, Безгрешный. What about Jesus? Sinless. Sinless, very good. безгрешный Иисус. Very good. So he's counterpart, То есть он very opposite. как бы антихрист это подделка, это полная противоположность Иисусу. Antichrist will be a totalitarian king. Антихрист будет тоталитарным лидером, тоталитарным царем. What do we say about Christ? Что мы можем сказать о Христе? The true Christ. О подлинном. Пастырь добрый. He's a good shepherd. Good shepherd, more than that. Добрый пастырь, и даже больше. Good shepherd. Ну, цар, але як там буде? Царь мира. Царь над царями. He's the King of Kings, Lord of Lords. Very good. King of kings, Царь Lord of царей, да. lords. So he's totalitarian as well, Но Иисус в этом смысле тоже тоталитарный, but he's the good shepherd. тотальный, да, тотальная власть, но он добрый пастырь. Царь уже некуда даже. He's the sinless king. Да, он безгрешный царь. Okay? And Antichrist is very dynamic, charismatic. И антихрист, он очень такой динамичный, What харизматичный. about Christ? Что по поводу Христа? Крот. He's a very meek and humble. Humble, very good. Очень смиренный, да. And he performs deceiving miracles. И антихрист совершает обольстительные чудеса, Miracles of Christ confirm who he is. но чудеса Иисуса просто подтверждают то, кто он есть. And let's see. What do these two say here? What does this say? Miracles for like seduction or for the Okay, deceiving. What's deceiving, this yeah. here? The whole thing? charismatic. Yeah, that Okay. works pretty well. Yeah, that's right. Андрей, две природы, вот это, у Христа две природы. 100% Бог и 100% человек. So Christ, we know about his
like two natures in one person, like Yes. 100% God, 100% human. Yes. Сатана. So what about Which is this? Antichrist? About this, what is his nature? His nature fully human, Он полностью человек, but demon possessed но or одержимый satanic possessed. сатаной.